Итоги 2024 года по ходу дела можно будет подводить лишь в 2025 году. На карте возникает еще одна точка напряжения. И я не про Россию и Азербайджан, хотя я хочу рассказать тоже о ссоре лучших друзей. Я про Афганистан и Пакистан. Отвлечемся немного от нашего региона, но хочу подчеркнуть, что в современном мире все очень взаимосвязано. Да и очень похоже, что облегчает работу по осмыслению событий. Немного истории. Афганистан был единственной страной, проголосовавшей против приема Пакистана в Организацию Объединенных Наций в 1947 году, год создания Пакистана. А Пакистан – единственное государство в мире, не признающее Республику Армения. Так что мы точно знаем, кто здесь злодей. Сейчас на границе идет небольшая война между талибами Афганистана и пакистанским Минобороны. Пакистан 25 декабря убил 60 афганцев. Афганцы сегодня убили 20 пакистанцев. Самое интересное для нас здесь другое. В течение 2 десятилетий Пакистан и талибы были близкими союзниками, братьями. Многие лидеры Талибана и боевики являются выпускниками пакистанских исламских религиозных школ. Без поддержки и убежища Пакистана успешное восстание талибов было бы крайне маловероятным. Когда в августе 2021 года талибы захватили власть в Кабуле, Имран Хан, тогдашний премьер-министр Пакистана, приравнял возвращение талибов к власти с афганцами, разорвавшими оковы рабства, и заговорил о создании нового блока Пакистан-Талибан. Ничего не напоминает? События в Сирии и реакцию Турции на свержение Асада, планы Эрдогана. По-моему, очень даже. Так в чем же причина сегодняшнего противостояния афганцев и пакистанцев? Да в том, что, достигнув своей цели и взяв власть в руки, талибы ради достижения истинной независимости должны были прогнать своих вчерашних покровителей. Это закон любой революции. Был, есть и будет. Что они сейчас и делают. Если Эрдоган забыл об этом законе, так это его личная проблема. Я думаю, что он не забыл. Но, будучи уверенным в своих магических возможностях, политика ультракласса, как он себя скромно недавно назвал, он считает, что все под его контролем. А зря. Успех выращенного в том числе и Пакистаном Талибана вскружил голову революционным силам в самом Пакистане. Как показывает афганский пример, повстанческие движения подпитываются общественным негодованием, лишениями и разочарованием молодежи. Все это существует и в Пакистане, и в Турции. 2025 год будет разворачиванием событий, произошедших в 2024 году. Постскриптум. Талибан начал военную операцию на границе с Пакистаном, разнес несколько КПП и вошел на границу соседней страны. Погибли минимум 19 пограничников. В военных телеграм-каналах пишут, что это ответные действия на удар ВВС Пакистана по базам группировки Техрик-е-Талибан Пакистан в афганской провинции Пактика, после которого погибли 46 человек. Минобороны афганского Талибана заявила, что не признает границ с Пакистаном. Представитель ведомства Инаятулла Хорезми сказал, что Афганистан не считает провинцию Хайбер-Пахтунхва частью территории Пакистана. Прямо сейчас талибы перебрасывают танки, БМП и другую бронетехнику к границе с Пакистаном. Эрдоган затеял новую игру с Оджаланом. Прокурдская партия равенства и демократии сообщила, что Анкара разрешила членам парламента от партии провести переговоры с глазу на глаз с Абдуллой Оджаланом, лидером объявленной в Турции террористической рабочей партии Курдистана в тюрьме, расположенной на острове Имралы. Такое разрешение выдано впервые за 10 лет. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что заключенному лидеру РПК может быть разрешено выступить в парламенте Турции, если он объявит о прекращении борьбы против правительства и выступит с призывом сложить оружие и интегрироваться в турецкий мирный политический процесс. В этой связи турецкое издание «Хурриет» отмечало, что политический класс страны застыл в тревожном ожидании каких-то важных перемен. И вот последовал второй шаг в сторону Оджалана. По всей вероятности, Эрдоган с учетом бурно развивающихся событий на Ближнем Востоке, особенно в Сирии, пытается снять давление США и их западных партнеров на курдском направлении. Он тестирует ситуацию, посылает сигнал, сделав его предметом бурных обсуждений.
Но если это только начало какого-то нового внутреннего процесса в Турции, то возникает вопрос о его конечной цели. При этом маловероятно, что в новых геополитических условиях политические силы турецких курдов будут довольствоваться обещаниями интеграции в политический процесс страны под лозунгом «Турция без террора» или «Внутренний мир». Они понимают, что Анкара пытается выставить водораздел между своими курдами и теми, кто ведет борьбу на севере Ирака и Сирии. Согласно некоторым информационным утечкам, турецкие курды предлагают Анкаре провести реформу административной системы с выделением курдов в отдельный округ или вилайет, при этом закрепить ее специальным американо-турецким соглашением. Тогда может стать реальностью тезис Эрдогана: Турция – это дом как для турок, так и для курдов. В принципе, РПК может по тактическим соображениям пойти на альянс с Анкарой на таких условиях, но для нее это будет означать невероятный кульбит во внутренней политике с серьезным региональным значением. С другой стороны, по мнению британской газеты Financial Times, при таком ходе событий Эрдоган с опорой на курдов может получить большинство на предстоящих выборах и продлить срок своего пребывания у власти. Он полагает, что сможет сохранить в стране политическую устойчивость через формирование коалиционного инклюзивного правительства, к чему Запад призывает новое правительство Сирии. Другое дело, если США и Израиль будут продолжать устремления на реализацию проекта создания в Сирии курдского и друзского государств с учетом событий будущего, распада Сирии, Ирака с проекцией событий на Иран. И сразу возникает вопрос о том, хватит ли политического авторитета у Оджалана в случае его освобождения удержать под контролем турецких курдов и нивелировать угрозу изменения карты прежде всего Турции. Не будем забывать, что с 2012 года Анкара вела мирные переговоры с Оджаланом и РПК, но в июле 2015 года этот процесс был развален, что привело к кровопролитному периоду конфликта. В этой связи Анкара не случайно решила подключить к новому процессу влиятельную семью Барзани в иракском Курдистане и восстановить отношения между правительством Мухаммеда Шиа ас-Судани в Ираке и семьей Барзани в Эрбиле. Но пока ситуация остается неопределенной, поскольку Эрдоган не представил того, что он намерен делать дальше. В конце добавлю, что курды – это самый многочисленный в мире народ, у которого нет собственного государства. В Ближнем Востоке проживает около 40 миллионов курдов, из которых расселились 16-18 миллионов по Турции, 6-7 миллионов по Ирану, 5-6 миллионов по Ираку и 2 миллиона в Сирии. В Турции курды составляют примерно 20% от 85-миллионного населения республики. Это очень большая цифра. Пишите ваше мнение и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустили самые важные новости мира.